Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю шоколадный кето-торт «Трюфельный бархат». Торт имеет очень яркий, насыщенный вкус шоколадных трюфелей, а потому отлично подойдет для всех, кто любит шоколад и выпечку из шоколада. Шоколадный крем в трюфельном торте получается настолько плотный, что из него можно формировать кремовый декор, который при остывании становится очень стабильным. Сочетание порций шоколадных коржей с шоколадным кремом – это настоящий шоколадный праздник, который можно устраивать себе, не опасаясь за свой вес. Трюфельный торт не содержит добавленный сахар, а также глютен. Именно поэтому шоколадный десерт подойдет людям с плохой толерантностью к инсулину и непереносимостью глютена. Друзья, более подробное описание рецепта, также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Начинаем с приготовления шоколадного крема. Сливки в сотейнике с толстым дном установил на средний огонь, нагревая сливки до того, как пойдет пар, или до температуры 70-75 градусов. Обычно я нагреваю сливки без использования градусника, а просто смотрю, когда из сливок пойдет пар. Выключаю огонь, добавляю темный шоколад. Шоколад должен быть не менее 70% содержания какао-бобов. Перемешиваю, чтобы шоколад полностью растворился в сливках. Погружаю сотейник с ганашем в емкость с холодной водой для скорейшего остывания. Шоколадные сливки остыли и стали значительно гуще. Убираю ганаш в холодильник минимум на 8 часов для полного охлаждения. Для приготовления шоколадного бисквита эритритол пробиваю в блендере до сладкой пудры. В яйца добавляю эритритол, взбиваю на высоких оборотах миксера до пышной яичной смеси. Добавляю крем-чиз, корицу, кокосовую муку, какао, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваю миксером до получения однородного жидкого теста. Выкладываю загустевшее тесто в форму для выпекания, предварительно выстеленной пекарской бумагой. Диаметр формы составляет 21 см. Почему кокосовое тесто стало густым, читайте рекомендации. Распределяю тесто по всей площади формы. Убираю форму с тестом в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Холодный шоколадный ганаш взбиваю на средних оборотах миксера до плотного шоколадного крема. Существенный плюс шоколадного крема в этом рецепте – это его плотность. А устойчивость шоколадного крема обусловлена наличием плотного шоколада в его составе, что гарантирует четкие контуры и устойчивый декор. Друзья, посмотрите, какой текстурный шоколадный крем получился. Остывший шоколадный бисквит разрезаю на две части. Вот такой пористый внутри бисквит получается. На сборную поверхность наношу крем для устойчивости. Сверху укладываю шоколадный корж пористой стороной вверх. Выкладываю больше половины крема на поверхность выпечки. Осторожно распределяю шоколадный крем силиконовой лопаткой по шоколадному бисквиту. Закрываю крем вторым шоколадным коржом, немного фиксируя его руками. Удобной лопаткой наношу крем на боковину торта. Наношу крем на поверхность бисквита. Выравниваю шоколадный крем плоским шпателем. При отсутствии шпателя можете воспользоваться подходящим плоским предметом. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Дополнительно украсил шоколадный торт трюфельными шариками. Обсыпаю торт какао-порошком при помощи мелкого сита. Шоколадный кето-торт «Трюфельный бархат» – это очень вкусный торт с насыщенным вкусом шоколада. Шоколадные пористые коржи с шоколадным кремом гармонично сочетаются в одном десерте. Какао дополняет вкус шоколадного торта, подчеркивая яркий вкус шоколада, придавая ему завершенный и изысканный вид. Шоколадный крем получился плотным, а потому при откусывании остается чувство цельного десерта, что очень часто хочется ощущать при использовании животных сливок. Кето-торт «Трюфельный бархат» – это не только вкусный, но и безопасный десерт для всех, кто следит за своим весом, не хочет скачков глюкозы в крови с реакцией инсулина. А потому шоколадный торт – это лучший выбор любителям шоколада без последствий для диеты. Рекомендую шоколадный кето-торт «Трюфельный бархат» к горячему кофе, капучино, молочным коктейлям или ликеру. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.